Бедность побеждена. В Китае. Лидер Китая товарищ Си на весь мир объявил, что в Китае бедность побеждена. И это неудивительно, потому что власти Китая очень старательно вкладываются в собственное производство. А что у нас? Мы ведь тоже который год с ней боремся. Об этом и поговорим. Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. Мы уже делали обзор под названием «15 советов миллиардера». Так вот, напутственные советы там давал Чарльз Мангер, американский адвокат, известный экономист и профессиональный инвестор, деловой партнер Уоррена Баффета. И один из этих советов гласил, что при решении какой-либо проблемы необходимо сконцентрировать свой взгляд непосредственно на причине возникновения самой проблемы. И в данной ситуации, думаю, надо сделать так, как порекомендовал известный миллиардер. Будем искать причины. Первой и самой основной причиной бедности является безработица. И процесс этот самодостаточный, не требующий, так скажем, поддержки извне. Вот посмотрите, какая ситуация. Вместо того, чтобы инвестировать в реальный сектор экономики и финансировать предприятия, банки свои деньги прокручивают на валютных и финансовых рынках. Там доход больше и быстрее. Если сравнивать с реальными секторами экономики, то в реальных секторах должно пройти достаточно много времени, чтобы только начать получать прибыль. И то не факт. Ситуация в мире нестабильна, и давать гарантии в бизнесе, да еще в нашей стране, это, скажем так, чревато. А вот на фондовых и валютных мировых рынках гораздо все проще и понятнее. Но это для банков, разумеется. Продолжим про Китай. Китай – это самодостаточная держава. Что значит самодостаточная? Да то, что по большому счету для выживания им никто не нужен. В этой стране есть все: и леса, и реки, и поля, и производство, и перерабатывающая промышленность, и очень много тех, кто будет все это потреблять. Круговорот такой получается. Также Китай, мы имеем сейчас в виду китайское правительство и китайские банки, активно инвестируют в эту самую промышленность, в реальные сектора экономики. Люди не гонятся за мимолетными прибылями, а смотрят вперед, в будущее. И вот, когда вложены в реальные сектора экономики деньги, появляются и рабочие места. Люди начинают зарабатывать деньги и тратить их в основном на внутреннем рынке. Таким образом, система получается самодостаточной. И это правильно. Таким образом, получается, что львиная доля населения трудоустроена, работает, зарабатывает и тратит. Живет, одним словом. О какой безработице и уж тем более о бедности может идти речь? А что у нас? А у нас, как всегда, только громкие заявления, совещания, планы, грустные глаза и курсы по метанию ручек для чиновников. Также не стоит забывать о страшной напасти, печенегах. Они до сих пор, несмотря на полный разгром около 1000 лет назад, портят нам жизнь. До чего зловредно живучее племя оказалось. Хотя правительство понять можно. Народу много, да что там много, очень много. Не столько, конечно, как в Китае, но все же, экономика имеет отрицательный рост, соответственно, денег на всех катастрофически не хватает, и процент бедных становится все больше. То есть не пьющим, не курящим, питающимся исключительно макарошками, бездетным моржам, нечувствительным к морозам средств хватает. Где, кстати, и как они живут, никто не знает. Хотя чиновники уверяют, что так должны жить все и тогда всего будет хватать, но примера пока нет. Ждем. Сами же наши чиновники даже в общественном транспорте ездить не рискуют, не говоря уж о попытках здорового питания макарошками. Они ценные кадры, их жизнь подвергать опасности нельзя, а значит, им деньги нужны еще больше. И много нужно, а то они убегут к конкурентам. Нужны ли конкурентам эти кадры — большой вопрос, но рисковать руководство не хочет, поэтому денег отваливает. И так продолжается постоянно, и когда закончится, никому не известно. Как длинный сериал. Уже все вроде устали, но досмотреть хочется. Деньги, как выясняется, нужны не только чиновникам, но и олигархам. Для чего? Зачем? Ох, не мучите меня вопросами, но нужны и все тут. Они же главные, на них все держится. Если уйдут, экономика рухнет, соответственно, вопрос не обсуждается и закрывается автоматически. Зачем столько денег, они и сами, похоже, уже не понимают, так как потратить все даже за несколько жизней невозможно. Но тем не менее все равно надо, а значит, надо опять скинуться всенародно на поддержку бизнеса, который, если загнется, то нам совсем плохо станет. Ну да, трудно им, доходы-то несмотря на кризис растут. Куда девать никто не знает. Уже все кубышки переполнены, а все прибывает и прибывает. Прямо денежное наводнение. Цунами прямо финансовое какое-то. А они, бедняги, держатся. Из последних сил.
Но денег при этом как-то страстно никто не раздает. Рассчитали и поняли, что будет тогда инфляция. Народу проще, доходы падают, и голова, как их потратить, не болит. Тем более, что лекарства от головы не купишь, а значит, голове болеть нельзя. Она и не болит. Вроде. А чему болеть, как говаривали в армии, там же кость. А кости и шапка не нужна. А без шапки и куртку носить не камильфо, не модно. А если хлеба не хватает, можно есть пирожные. И если не знаешь фэн-шуя, то зачем тебе дом? Предки вон в землянках жили. Еще до печенегов, правда, лет эдак 25 тысяч назад в костенках. Но ведь жили же. В общем, не умеет этот народ жить совершенно. Неправильный какой-то. Надо заменить, и процесс идет. Вот именно такое отношение к простому населению и угнетает больше всего. Стараются ведь люди, пытаются как-то выжить, и жалуются, и плачут. И руководство, кажется, нашло выход. Если народу денег не давать, а что есть, отобрать, вспоминаем собираемость налогов с бабушкиного огорода и сдачи комнаты повысить, ЖКХ повысить, каждую копейку под контроль, пенсионный повысить, НДС поднять, возможность отбирать последнее жилье и так далее, то население уменьшится и в конце концов дойдет до той цифры, когда все не вписавшиеся в рынок уйдут своим ходом, а оставшимся нескольким миллионам, про заветы ветерана борьбы с коммунизмом Маргарет Тэтчер все помнят, уже по идее должно будет хватать. Тэтчер, к слову сказать, умная тетка была, но вражина, просто и эффективно. Руководство все четко просчитало в плане борьбы, частью уменьшить, частью заменить, но бедность, как и обещали, будет побеждена. Короче, победу над бедностью, как говорят итальянцы, кто доживет, тот увидит. А ведь все гораздо проще. Люди просто не заняты вот и страдают. Кто спивается, кто в преступность идет, и все это далеко не от хорошей жизни. А помните, как в СССР было? Даже статья была за тунеядство. И все это для того, чтобы люди могли работать, зарабатывать и тратить, таким образом поддерживая собственную экономику. Вот коммунистический Китай и пошел проторенной дорожкой, и все у него получилось. Спасибо большое за то, что досмотрели этот выпуск до конца. Благодаря тебе наш канал и развивается. Заходи почаще, смотри новые обзоры, оставляй комментарии и делись этой полезной информацией с друзьями и близкими. Ну а мы на этом не прощаемся. До скорых встреч!